Здравствуйте! Соль в повседневной жизни мы используем каждый день. В этом видео мы покажем самые интересные места добычи соли. Добыча этого полезного ископаемого также важна, как добыча угля, газа и нефти. История добычи соли уходит вглубь веков, ведет отчет с Китая, Древнего Египта и Древнего Рима. Когда-то бесцветные кристаллы использовали вместо денег, а сегодня соль – это совершенно обычный продукт. Богатейшие соляные запасы планеты разрабатывают более 100 стран. Одной из таких стран является Мексика. Здесь, в 770 километрах от столицы мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния, города Ла-Пас, находится город Герреро-Негро, который в переводе с испанского означает «черный воин». В нем проживает 15 тысяч жителей. Вблизи этого города в 1957 году компания Guerrero Negro основала солеварню, чтобы удовлетворять спрос на соль в западной части Соединенных Штатов. Соляная разработка была создана вокруг прибрежной лагуны Охо-де-Либре, используя ее сильную соленость. Сегодня эта компания называется Exportada del Sal, и она занимается добычей соли путем солнечного выпаривания морской воды. За годы своего существования она стала крупнейшим производителем морской соли в мире, производящей 7 миллионов тонн соли в год, экспортируемой в основные центры потребления в Тихоокеанском бассейне. Компания обустроила мелкие приливные отмели вокруг лагуны Охо-де-Либре, создав несколько искусственных испаряющихся прудов, которые в конечном итоге покрыли площадь около 780 квадратных километров. Соль, экспортируемая компанией, в основном используется в химической промышленности для производства каустической соды, хлора и карбоната натрия. Работа начинается с закачки морской воды из лагуны в 13 прудов-сборников для начального испарения. Морская вода течет через ряд концентрационных прудов, в которых соленость постепенно увеличивается. Когда этот рассол насыщается хлоридом натрия, его перекачивают в пруды-кристаллизаторы, где хлорид натрия кристаллизуется в виде чистого твердого отложения. Здесь соль кристаллизуется на площади 3000 гектаров. Процесс кристаллизации занимает от 8 до 10 месяцев. Для производства 1 миллиона тонн соли требуется около 50 миллионов тонн морской воды. Соль собирают при помощи солеуборочных комбайнов и грейдеров. Собранная соль очищается от загрязнения сульфатов кальция и магния. Соль отправляется в баки с водой для промывки под давлением. Глубокая очистка позволяет использовать такую соль для домашнего применения. Полученная минеральная соль транспортируется в больших самосвалах в порт Чапаррито, недалеко от Герреро-Негро, для дополнительной очистки и загрузки на баржи. Эти баржи могут перевозить до 10 300 тонн соли в Морро-Редондо, где она проверяется, хранится и, наконец, экспортируется на океанских судах. Эта соль в основном поступает в Японию, Китай, Тайвань и Южную Корею, что составляет около 80% экспорта. Кроме того, соль поставляют на западное и восточное побережье США и Канады. Это 20% экспорта. Всего компания получает более 7 миллионов тонн соли в год. Важное значение имеет техника, обеспечивающая сбор соли. Если раньше трейлеры имели грузоподъемность 120 тонн, то благодаря усилиям инженеров удалось увеличить грузоподъемность до 200 тонн. Это позволило сэкономить 9% топлива, а также 13% на шинах и подшипниках. Колесные тракторы-скреперы являются незаменимым оборудованием для добычи соли. Каждый трактор-скрепер состоит из чаши, выполненной из вертикально перемещаемого бункера, который имеет острую горизонтальную переднюю кромку. Режущая кромка с зазубринами позволяет легко снимать слой соли. Когда оператор опускает острую кромку, передняя кромка трактора-скрепера врезается в слой соли и заполняет бункер машины. Этот скрепер идеально подходит для коротких перевозок соли на расстояние до 1 километра. Соляное месторождение Герреро-Негро расположено в месте необычайной красоты на территории биосферного заповедника. Оно сыграло ключевую роль в развитии региона. Его экономический успех способствовал сохранению окружающей среды, где каждую зиму собираются киты, останавливаются многие виды оседлых и перелетных птиц. Перелеты птиц происходят в основном из США и Европы. Еще одним крупным производителем морской соли является Австралия. Здесь соль получают в самом необычном месте.
отдаленном участке побережья на самой северо-западной оконечности Австралии. Здесь бирюзовые воды Индийского океана утоляют иссушенную землю. Австралийско-британский концерн Rio Tinto имеет здесь свою компанию Dampier Salt, которая является одним из крупнейших в мире производителей морской соли. Эта соль считается наиболее чистой в мире. Компания, работая вместе с аборигенами, создала идеальное устойчивое производство морской соли, работающее в гармонии с окружающей средой. Морская вода перекачивается в 8 разных прудов, где ее соленость увеличивается на каждом этапе системы от 17% до 90%. На этих этапах используется естественный способ удаления загрязнений и бактерий. Поэтому в пруды помещают рыб примерно от 20 до 30 различных видов. Водно-болотные угодья являются идеальной средой обитания для птиц, рептилий, млекопитающих и одного вида черепах. Компания Dampier Salt работает на побережье Пилбара, на землях, традиционно принадлежащих аборигенам. Совместное предприятие Rio Tinto с двумя японскими конгломератами производит 3,2 миллиона тонн сырья в год, закачивая морскую соль в комплекс площадью 9000 гектаров. Основная добыча осуществляется в заливе Шарк в северо-западной части австралийского штата Западная Австралия, расположенный примерно в 650 километрах к северу от города Перт. Это место практически необитаемо. На береговой линии залива длиной в 1500 километров проживает менее 1000 человек. Бухта неглубокая, и поэтому в ней необычайно высокая испаряемость воды. Вода в ней на 50% соленей, чем приносимая приливом из открытого океана. Приливы приносят океанскую воду, которая разливается по земле, образуя обширные озера кристально чистой воды. Таким образом, получается рассол для формирования первого этапа получения соли. Состав рассола постоянно контролируется, и любые диспропорции в нем быстро устраняются, чтобы природа могла спокойно делать свою работу. Через несколько месяцев вся область будет засыпана крупными кристаллами соли высокой чистоты. Общая площадь добычи соли составляет 22 тысячи квадратных километров, что в 10 раз больше площади Токио. Эти места являются строго охраняемым заповедником. В прибрежных водах водится множество морских животных. Это уникальное место является кандидатом для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение года в озерах формируется твердая соляная корка толщиной до 30 сантиметров. Немногие культуры могут выжить в такой воде, но для соли это идеальные условия. Перед поставкой на рынок соль тщательно промывается. Еще влажная соль сыплется на вершину огромного соляного холма. Таким образом, она медленно просушивается на жарком солнце. Отсюда соль направляется в Порт Хедленд, где проходят заключительные этапы обработки соли. Она складируется перед отправлением в конечные пункты назначения. Компания постоянно совершенствуется, поддерживая свою репутацию поставщика соли самого высокого качества. В порту готовую соль круглосуточно 365 дней в году грузят на корабли и отправляют по всему свету. В России крупнейшим месторождением соли является озеро Баскунчак. Баскунчак – самый соленый водоем на планете. Это огромное бессточное озеро уже тысячелетия служит людям источником нужного минерала. На Баскунчаке соль добывается непрерывно, в последние века в промышленных масштабах, но запас соли не исчезает, ее можно получать снова и снова. Озеро представляет собой более 100 квадратных километров соленой воды. Оно 10 километров в ширину и около 20 в длину.
Глубина озера от 10 до 30 сантиметров. Насыщенность минералом здесь такая, что озеро – чемпион по концентрации соли на планете. Этот показатель здесь равняется 300 граммам на литр, что на 50 больше, чем у знаменитого Мертвого моря. В воде не выживают ни рыбы, ни водоросли, ни другие существа. Этот рассол называют рапой. В 350 километрах от Астрахани расположен поселок Нижний Баскунчак. От него до побережья озера можно добраться либо пешком, либо на машине. Здесь с 2008 года добычей соли занимается компания «Руссоль». Добычу выпавшего осадка соли осуществляют комбайны-подборщики соли, оставляющие траншеи, которые заполняются новым рассолом. Вывоз соли происходит по железной дороге. На сегодняшний день астраханская солонка страны производит до 30% российской соли. На предприятии по добыче соли трудятся 350 человек. Компания «Руссоль» постоянно вкладывает огромные средства в модернизацию производства. Соль здесь добывается открытым способом в летний сезон. Участок для добычи соли определяется планом развития горных работ. Ежегодно добыча соли здесь осуществляется двумя способами. Первый – это классический, с помощью соляного комбайна и дальнейшей погрузкой сырья в вагоны и тягачами для доставки на переработку. Второй – с помощью нового, внедренного в 2021 году, ультрасовременного подборщика, который делает процесс добычи соли более щадящим и экологичным. Соляной комбайн с названием «Баскунчак-1» весом 180 тонн движется по рельсам. Железнодорожные рельсы для добычи соли расположены прямо посередине озера в соляной рапе. Это очень впечатляет туристов и фотографов со всего мира. Но они будут постепенно уходить из обихода промышленного предприятия. Трудно представить, но поверхность озера – это лишь вершина огромной соляной горы, которая уходит куда-то вглубь земли примерно на 6 километров. Добытчики срезают только ее самый верхний слой. У основания комбайна расположен мощный грунтовой насос. Через трубопровод он закачивает разрушенный солевой пласт вместе с рапой. Рапа через обратный клапан попадает в систему обезвоживания. Наверх поднимаются бесчисленные ковши соли. Дробилка дробит пласты старой соли на солевые гранулы серого цвета в 5-7 мм. Они пойдут на технические нужды, то есть для использования химиками, строителями, дорожниками и энергетиками. Перемещением соли из озера в гигантские желтые автопоезда, каждый из которых вмещает почти 500 тонн соли, занимаются всего 2 человека – машинист комбайна и его помощник. Помощник непосредственно управляет погрузочным лотком. Он дает указания водителю тягача о передвижении по мере загрузки. Уже через 2-3 дня на месте работы комбайна будет бассейн 8-метровой глубины, границы которого отметят огромными деревянными сваями. Их можно обнаружить по всему озеру на месте разработанных ранее участков. Пока комбайн выгрызает соль на одном участке, железнодорожники готовят соседний участок, передвигая рельсы и шпалы на несколько метров в сторону от воды. Взамен выбранной соли подземные источники со скоростью примерно 3000 тонн в сутки будут намывать из глубин новые пласты чистейшего, почти 100% натрия хлора. Карьерные самосвалы, что возят соль, такие большие, что на площадку кабины водителя нужно забираться по лестнице. Когда машина с 1000-сильным двигателем начинает движение, кажется, что стоишь на палубе корабля. В кузове 450 тонн соли. Это почти 7 железнодорожных вагонов, но водитель спокойно управляет самосвалом, словно легковушкой. На то, чтобы обрести это спокойствие, ему понадобился год такой работы. Водитель за 8-часовую смену обычно делает по 3-4 рейса. Во время каждой такой поездки нужно быть предельно внимательным. Если грузовик вдруг сойдет с дороги и застрянет в топкой грязи озера, то вытащить его можно будет только разобрав по запчастям. В нескольких километрах от комбайна установлен огромный солеприемник, в который будто в огромное сито ссыпают всю привезенную с озера соль.
Из бункера еще влажная соль по конвейеру направляется к огромному стакер-реклаймеру. Укладчик насыпает гору соли для того, чтобы она просушилась на солнце. Только после этого она будет пригодна для упаковки и последующей отправки потребителю. Соляной конус постепенно растет, и через некоторое время он превращается в длинный, аккуратный соляной холм. В зависимости от пожеланий заказчика, соль могут либо просто насыпать в железнодорожные вагоны, либо упаковывать в мешки, которые аккуратно уложат по специальной схеме. Составы с солью ежедневно разъезжаются отсюда по всей стране и за рубеж. Масштабы производства впечатляют, но со стороны озеро кажется почти нетронутым, будто и нет здесь всех этих механизмов, машин и станков, что день и ночь перерабатывают тысячи тонн соли. Это цех переработки соли. Он производит продукцию в ассортименте и отправляет ее в различные регионы. Недалеко от поселка Нижний Баскунчак в городе Ахтубинске расположен также порт, откуда техническая соль загружается на баржи и отправляется для нужд промышленности, в основном химической. Ее также поставляют для борьбы с зимней гололедицей путем посыпки дорог. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!